Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мы собираемся на дачу, уже готовы, ждем, когда сын выйдет, завезем его по дороге на работу. Здесь мы уже его завезли и едем в сторону дачи, но для Треси дорога незнакомая, поэтому она скулит, что ей подсказали на дачу. Не той дорогой едем, да? Все, вышли на маршрут, Тресь. Ты как навигатор. Все, поехали по той дороге, которой надо. Сразу замолчала. Потом, говорит, сказали на дачу, а сами едут черти куда. Последние несколько километров до дачи у нас идут через лес. И смотрите, какая ледяная дорога. Полностью вот сплошной лед. Ехать нужно очень аккуратно. Еще, не дай бог, встречная машина. Чтобы разъехаться, надо прям постараться. Потому что карманы маленькие, не всегда есть. Да плюс еще вот этот лед под колесами. Просто настоящий лед. Вообще очень сложно. Я всегда боюсь вот в такую погоду ехать. Ну вот, наконец, доехали до участка. Видите, сплошной лед кругом. Треси осторожненько выходит из машины, потому что там у нас дружбан пришел, который всегда приходит, жених ее. Но она хочет ему показать, что это наш участок. Нифига тут ходить. Она тут хозяйка. Ну вот, решили обменяться визитками. Он там на кустик, она тут рядышком. Вообще интересно, конечно, наблюдать. Она вроде и зла ему не хочет, но показывает, чтобы тоже не забывал, чей тут участок, а кто здесь хозяин рядом с участком. Машина опять же тут стоит. Это целая драма. Противостояние характеров. Все, теперь дружишь уже с ним? Это ж друг твой, бывший. Все равно идет туда. Шерсть, смотрите, загривок какой. Как у динозавра. Ты видел противостояние характеров? Подбирается к нему. Ну, в результате рыжий жених наш ушел. Треська его прогнала. Сказала, что нечего тебе тут ловить. И мы заходим на участок. Тоже все, видите, вообще снега практически нет в этом году. Немножко выпало до Нового года, а потом дождики. Ну, вообще, несколько дней дожди шли. Еще, слава богу, здесь остался. В городе уже вообще снега нету. Сухие тротуары. Но здесь лес рядом, поэтому не так быстро тает. Ну, конечно, совсем не зимняя погода, а как будто конец марта вообще. Вот этот куст смородины у нас в это время всегда с верхом, с горочкой, под снегом. Верхние веточки чуть-чуть выглядывают. А сейчас даже грядки видны, борта грядок. Я хотела пойти посмотреть, что там. Вон, смотрите, прямо трава видна, проталины какие. Просто вообще снега нет вообще. Я не знаю, как там дальше будет. Наверное, надо было уже давно сажать на рассаду все, а то скоро все растает и можно будет высаживать. А я иду посмотреть виноград. Здесь вдоль забора у меня после винограда укрытые. Но здесь еще пока не растаял снег. И здесь такая корка, наста поверх снега, что прямо там он как под панцирем. Ну, а Треси, как всегда, любит и поваляться на снегу, и погрызть немножечко льда и снега, покопать. Поэтому прямо она рада тоже всегда снегу, всегда довольна. И после дождей тут уже особо и снега нет, тут такой наст, толстый слой, практически все сплошной лед. Что ты лапку вот эту прячешь? Вот эту лапку куда ты спрятала? Все равно прячешь? Все равно прячешь мордой? Что у тебя за секретная лапка?
Я сегодня взяла с собой немножечко вот таких вкусняшек собачачьих, колбаски. Ну, там были длинные, я их на коротенькие кусочки. Можно было еще сделать покороче, но не стала. Хочу потренировать немножко Тресси, чтобы она не забывала, что меня тоже надо слушаться, а не только моего мужа. А то в последнее время она частенько игнорирует мои просьбы. Тресси, ко мне. Ты моя красотка. Молодец. На тебе колбаску. Удивительно, она не знала, что у меня колбаски, но все равно прибежала. А в последнее время так не бывало. Олег, давай ты ее теперь позови. Даже ко мне не надо говорить. Тресси, ко мне. Молодец, молодец, красотка. За колбаску-то, скажи, кто не побежит? Даже я сама побегу. Ну, позови ты теперь. Сидеть. Ты молодец, любишь колбаску. Видно, что собака любит. Да ну ты пальцы мне не оторви. Лежать. Лежать. Вот так, молодец. Лежать. Лежать. Молодец. Решили выйти в лес. У нас калитка прямо в лес выходит сзади, с задней части участка. Обычно вот сугробами заваленной дверь не откроешь, но в этот раз ничего, все в порядке. Выхожу очень медленно, потому что тут ужасно скользко. Я хочу сказать, даже в лесу сугробов почти нету. Вот я стою, тут прямо подо мной практически трава уже с листьями. Тресси, ко мне. Алло, гараж. Забыла, что тут колбаски дают. Молодец. Здесь колбаски у меня уже закончились. Но она об этом пока не знает. Тресь. Что, тут пометили вокруг нашей дачи, да, Тресь? Тресь, ко мне. Молодец. Колбаска кончилась, но ты молодец. Молодец. Колбаски нету. Глазки грустные сразу. А здесь мы уже назад вернулись на участок. Тресси немножко льда погрызла. Что, девочка, ждешь что-нибудь? Ну, на безрыбье и лед рыба. И лед колбаска. У нас еще есть выход на прудик маленький, пожарный. Муж решил мне нервы потрепать. Не надо, Олег, там сейчас тонкий лед. Вчера было +4. Молодец. Не надо, не надо. Это около берега. Ну куда себя-то? Даже он Треська знает, что нельзя. Сюда, не бойся. Да она лед видит просто. Иди сюда. Олег, ну не ходите. Да я же вижу, как идет. Ну утонуть ты не утонешь, конечно, но намокнуть намокнешь, если он провалится. Он этот темный. Вот если, вернее, если он темный, вот там, да, вот пролежни идут. Какие пролежни, блин. Ну, какие? Ну, конечно, сегодня крещение, но я бы на твоем месте все-таки не рисковала. Не бойся. Да, начинается. И самое главное, что если вы проломите лед, то там вода тухлая. Не бойся, ты иди. Да я сейчас, что, дура что ли? Когда дети были маленькие, мы этот пруд прям расчищали полностью. У нас здесь был каток. К нам гости приезжали, тоже с детьми. Мы прям катались здесь на коньках. У нас коньки до сих пор в кладовке на даче лежат, но сейчас никто уже не катается. Уже столько здоровья нет. Во-первых, расчищать это все, во-вторых, потом кататься.
Но вообще так вот у нас свой пруд под боком. Вот если электричество отключают и воду из скважины не взять, то отсюда можно брать для полива не холодную воду. Мы обычно пруд расчищали все по сторонам, по берегу раскидывали снег, а потом решили, а что мы давай в центре оставим и в центр будем сгребать, чтобы поменьше работы было, и центральную часть не будем расчищать. И в результате у нас под весом этого снега проломилось все, и вода пошла. Треск такой стоял, и вонь. Мы в тот раз ближе к краю стояли, поэтому не попали под раздачу вонючей воды. Пошли, домой. Непонятно, как тут так растаяло, пол грядки, пол стежки, а вторая половина нет. Сейчас уже темнеть гораздо позже стало. И вообще сегодня весь день был такой солнечный, хороший. Просто приятно на улице находиться. Нету колбаски, видишь, нету колбаски. Но надежда была. И села, и колбаска не появилась. У меня. Как всегда, мы на дачу берем с собой маленькую бутылочку воды, но чтобы на 2 чашки чая, муж чай, мне кофе, чтобы хватило. Ему еще плюшка вот эта вот, я без плюшки решила обойтись. Худеть надо, скоро весна. Бутылку надо убрать, с собой забрать. Здесь все замерзает. Трейси с таким аппетитом палки ест, что прям я ей позавидовала. Но на самом деле летом она траву постоянно жует для того, чтобы прочистить желудок. А сейчас травы нет, поэтому палки. Она потом блюет этими щепками, но делать ничего невозможно, потому что она, смысл отбирать палки, когда палки кругом валяются. Она новую найдет, одну отберешь, другую возьмешь. Это порода, которой 4000 лет. Собаки интуитивно знают, что им надо. Если она грызет палку, значит ей надо грызть палку. Вот и все. Надо с этим смириться, и все. Мы выехали с дачи, практически стемнело уже. Но мы очень довольны сегодняшним днем, потому что и погуляли, и с Трейской поиграли, и время провели хорошо. И снег не пришлось чистить, потому что его практически нет. Закат уже над лесом. Солнце заходит. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.